Они. Они пробирались сквозь непроходимый стланник. Они ели сушеное мясо. Они крали у медведей ягоды и грибы. И вот это мы, 16 человек. В частности, это я. С 8 по 30 августа 2020 года пеший маршрут 315 километров за 21 день. Камчатка – страна вулканов, горячих источников и гейзеров. Расстояние от Екатеринбурга до Петропавловска-Камчатский составляет 5700 километров. На самолете это заняло всего 12 часов. Прилетев в Петропавловск-Камчатский, мы немного прогулялись по центру города, вдоль набережной Охотского моря и полюбовались городскими видами. В этот раз наш маршрут был по Южной Камчатке. Ну а теперь все по порядку. На Вахтовке мы отправились в поселок Озерновский. По пути мы встретились в первый раз с нашими конкурентами по отлову и переработке рыбы – медведями. Привет, медведь. Вон там вдалеке Мишка ходит такой, подраночек еще, молодой. Так что вот первая встреча с медведем. Добравшись до поселка, нас радушно встретила группа с первой части похода ухой из нерки и мидиями. Сколько восторга принес наш первый улов! Далее наш маршрут следовал на Курильское озеро. До озера оказалось недалеко, всего 12 километров, с рюкзаками всего 30 килограмм. Путь к озеру оказался наше первое незапланированное испытание. Сходили в баню, немножко отогрелись, да, потому что промокли мы до нитки, ешкин кот. Вот сейчас живем в таких вот домиках, потому что сильный ветер сдувает. Сейчас оно называется озеро Курильское. И известно тем, что это озеро, где самая высокая плотность медведей на всей планете. То есть самое большое количество медведей на квадратный километр находится именно здесь. Озеро является природным наследием ЮНЕСКО. Находится на площади 77 квадратных километров. Максимальная глубина 300 метров. Наблюдательная станция расположена на кордоне озера. Занимается учетом заходящей в озеро рыб. Да, офигенно. 5 медведей в кадре. О, вкуснятина. Довольный Мишка. Отсидевшись немного на кордоне, мы двинулись к нашему первому вулкану Ильинская сопка. Путь составил по ручью Вычинкия. Преодолевая крутые заросли, овраги и склоны, кедровый стланник 10 километров, мы шли к подножью Ильинской сопки. На следующий день погода нас побаловала ясным небом. Преодолевая крутые шлаковые осыпи, снежники, мы взобрались на Ильинскую сопку, высота которой составляет 1577 метров. Это спящий стратовулкан. Какие чудесные виды открылись с нее, незабываемые ощущения. Волей судеб в итоге это оказался единственный вулкан из 5, на который мы смогли взобраться и полюбоваться открывающимися видами. Следующий наш вулкан Желтовский, высота которого достигает 1957 метров, так и остался для нас недоступным из-за плохой погоды. Так мы продвигались к следующей нашей точке – озеро Ключевое. Озеро Ключевое – один из уникальнейших водоемов Камчатского края, расположенный в кальдере вулкана Ксудач. Практически со всех сторон озеро окружают крутые стены, высота которых 400-500 метров. Привет! Наступил момент истины, мы дошли до озера. Очень красивое, просто как в Швейцарии. Называется оно Ключевое. Ну, вода адски холодная, там, не знаю, градусов 6, наверное. Ну, до 10. Но после наших странствий это просто, ну, сложно описать словами, в общем, круто. Немного подкопав берег, каждый из нас смастерил себе ванную. Наловив в озере еще и речную форель с икрой, прыгали от радости. На следующий день мы сходили к озеру Штюбеля. Живописнейшее горное озеро тектонического происхождения, расположенное в восточной части кальдеры вулкана Ксудач.
Далее наш путь шел к одному из крупнейшему действующему стратовулкану полуострова вулкану Ходутка, высота которого 2089 метров. Преодолевая наш любимый кедровый сланник, высокотравье и березовое криволесье, вдоль и по реке Ходутка мы приближались к вулкану. В один из вечеров нам открылось редчайшее природное явление – лентикулярные облака над вулканом. Внешние облака напоминают летающую тарелку. Это было потрясающе. Вдоволь нафотографировавшись на фоне облаков, мы отправились к берегам термального озера, образованного у подножия вулкана Ходутка. Это единственный на Камчатке и один из немногих в мире термальные выходы, которые образуют целый водоем, а не просто лужу или небольшой бассейн. Здесь ключи разливаются в парную горячую реку шириной 15-20 метров, длиной около километра. Температура воды в отдельных местах доходила до 80 градусов, но в основном остывает до комфортных 34-40. Здесь мы и провели незапланированные 3 суток, так как погода не давала нам возможности взобраться на вулкан. Мы активно объедали медведя ягодами и грибами. Вот они, кто объедает медведей-то. Обжоры. Медведи жалобы напишут. Грелись на солнце в редкие минуты его выхода и наблюдали за ленивыми туристами, прилетающих сюда на вертолетах. В наших тяжелых условиях приходилось добывать еду нелегальными способами. Попрошайничали, играя на гармошке, и развлекали элитных туристов рассказами про наш поход. Но в итоге погодные условия, труднодоступность так и не дали нам забраться на вершину вулкана, оставив, наверное, ее до следующего посещения Камчатки. Оставив Ходутку, мы двинулись к домашним вулканам Мутновский и Горелый. За плечами было 17 дней похода и 250 километров пути. Нам предстояло пройти всего-то 50 километров за 2 дня. Ближе цивилизация, набитая тропа, взобраться на 2 вулкана. Легкотня. Но погода была к нам уже совсем неблагосклонна. Снова здравствуйте. В общем, сегодня стоит типичная для Камчатки погода. Полная жопа, 100% влажность, ветер. Мы на перевале Мутновского. В общем, практически весь поход, с исключением там, может быть, 4 дней, вот такая погода стоит. Нас Камчатка испытывает. Но мы пока не справимся. Все запасные дни мы оставили на Ходутке. 1,5 суток мы провели каждый в своей палатке, так как шел проливной дождь. Каждый из нас проявил фантазию, как сходить в туалет, не вылазя из палатки. Ну, у каждого это свой способ, который остался маленьким секретиком. Спасибо нашим дежурным Юле и Вите, которые, несмотря на погодные условия, сварили вкуснейший суп и разнесли по палаткам. Нашему счастью не было предела. Тарелка супа горячего – это огонь. Поэтому эти вулканы нам пришлось посмотреть только со стороны. Остались за плечами последние медведи, последние пампасы, заготовление рыбы. Ловили красные рыбы тут. Такая у нас рыбалка. Похоже, нерка и рыбу, и, наверное, кита. И последние геотермальные источники на Мутновской ГЭС. Здесь и закончилось наше 3-недельное путешествие по Камчатке. Это было незабываемое путешествие. Несмотря на то, что с погодой нам не очень-то повезло, но минуты отчаяния сменялись часами счастья от наслаждения природой и гордостью за себя, что мы прошли весь этот путь длиной 300 километров. Большое спасибо нашей компании и лично руководителю похода Константину Серафимовичу за интереснейший поход. До свидания, Камчатка. Мы обязательно еще сюда вернемся, посетить домашние вулканы, а также малоисследованную Северную Камчатку.